доброе утро не очень катит. Значит, идем сдавать анализы. Вот, идти не близко, поэтому, я проспала, конечно. Вот, я приду, наверное, еще лягу, посплю. А сегодня солнечная погода, но небо затянуло дымом. Под Киевом что-то очень сильно горит. С днем рождения тебя! Подарочек несем. Погода, конечно, сегодня холодный ветер. Но вот она теплая, конечно. Уже весна. Мы уже почти доходим. Знаете, такая утренняя зарядка, разминка. Норм так. Я сейчас дам кровь, анализы, да, выпьем кофе, что-то укусим. Пойду посмотрю, работает ли Приватбанк насчет социальной карточки. Спрошу. Вот, и, кстати, пришло сообщение, что уже вот эти ЦНАП, вот эти все госструктуры начинают работать. Потихонечку открываются. Ты что, кофейня работает? Да, сейчас. Снимаешь? Да. Это зробили мені, как обычно. Сделали пластырем. Я подержала немножко, потому что в прошлый раз, это в государственной поликлинике у меня полкоридора было все в крови. Я не думала, что с такой маленькой дырочки может быть столько крови. Вот, они пластырь просто не используют и дают такую печеньку. Кстати, кому нужно, тут мои соседки, соседи, то возле ТЦ района отделение работает, Дилы. И где-то еще, это уже прям возле почти Трещинского рынка там. Все сделали, обошлось это все в 1085 гривен. У меня карточка скидочная есть, аптека, уже забыла, как называется, зеленая такая, минус 10%. 982 гривны. Вот это вот все анализы, не знаю, нужно будет ли еще сдавать. Скажу, что финансово не того. Если чувствую себя нормально, значит нормально. Вот такие дела. И печеньку, да, дай. Кстати, кофе выпью. Мы сейчас выпьем кофе. Уже медленно так будем идти. Зайдем, посмотрим, Приватбанк работает или нет. Вот. И потихоньку домой, да, потопаем. Еще Еве нужно купить, от глистов. Кстати, порекомендуйте. Может, кто-то там знает, разбирается в этих штуках. Мне нужно проглистовать кошку, поэтому напишите, чем вы глистовали. Может, что-то рекомендуете. Это было бы неплохо. Не сильно греете такой, чтобы можно было сразу выпить. Мы уже пришли домой, на улице такой ветер, это вот вся пыль, грязь, все поднимается вверх и прям в лицо дует. Я вам говорю, это будет несколько дней такой ветер передают, и он прохладный, но на улице так тепло. У нас здесь такая очередь стоит недалеко от дома, гуманитарку раздают, и большие книги Нового Завета. Вот. Женщины, в принципе, все в возрасте стоят. Бабахнуло только что. Мы гуманитарку не получаем, оставляем тем, кому нужнее. Так что, вот, слушайте на телефоне. Опять оповещение, воздушная тревога. Я постараюсь сейчас немножко поспать, потом приведу себя в порядок, скорее всего, голову помою и сделаю себе вот эти вот штуки, которые, чтоб неделю потом голову не мыть. И вообще, кстати, я захожу в комментарии сейчас, влог недавно вышел, я офигеваю от того, что мужики пишут. Вы заходите на бабский канал и офигеваете от того, что здесь вообще о чем снимается. Я не новостная лента, я не разбираю какие-то там события. У меня чисто женский беременный канал. Я не знаю, что вы здесь делаете. Я когда пила кофе, вот мы с Юрой заходили утром, я купила, знаете, колбаска такая, раньше еще делали, мама мне делала тоже часто. Печенье, я так понимаю, до кавы, с маслом, с какао, с орешками, это вот все. Такой кусочек, я вам скажу, мы поделились с Юрой пополам, и то я еле доела, 40 гривен. Очень вкусный. И я вот теперь думаю, так хочется приготовить. У меня это печенье есть какао, есть масло и есть орешки. У меня все есть, поэтому я, скорее всего, сегодня вечером займусь и сделаю такую колбаску. Вы знаете, вот в магазинах эти шоколадки, желейки, вот все, зефирчики, вроде бы все есть, но хочется вот что-то собственного
изготовления, производства собственного, понимаете? Бывает так вот хочется пирожка именно домашнего, с вишней там или еще чего-то. Да, я знаю, нехватка витаминов А, Д, Е, по-моему, железа. И еще там целый список витамин нехватки, если хочется мучного, хочется вермишели. Это я все знаю. Поэтому если у меня желание не пропадет, я вечером как раз приготовлю вот такую вкусняшку и порадую Юрку. Мне таки не удалось поспать, к сожалению, или к радости. Не знаю, может, вечером пораньше доляжу. У нас опять будет комендантское время, поэтому я сегодня уже гулять никуда не пойду. Надела, кстати, часы. Я очень много месяцев их не носила. А почему-то, знаете, вот как-то они мне надоели, можно сказать, всю свою беременность. Начало, середину я не носила эти часы. А сейчас просто для разнообразия, немножко, чтобы меня они отвлекали, вот, решила надеть. 5797 шагов я прошла сегодня. В принципе, неплохо. Я вам скажу, вот когда я хожу, реально хожу, у меня не болят тазобедренные суставы, нет такой боли. Во время сна я могу спать на одном боку и не просыпаться от просто невероятной боли. Поэтому ходьба все-таки очень полезна. И, вообще движение это жизнь. Я сейчас хочу перекусить. Знаете, попадаются еще такие рецепты. Сейчас все стараются экономить, готовить, да, из того, что есть. И попадаются рецепты, когда там в кармане 3 копейки, включаешь рецепт, а там чуть ли не глаза лягушки нужны. Вот, короче, то, что умела, то, в принципе, и готовлю. И как бы получается и экономить, и в то же время, более-менее нормально питаться. Сегодня еще буду орешки чистить. Я вспомнила, что у меня просто есть нечищенные орехи грецкие. Вот, как раз для этой колбаски. Я решила ее сделать. Юру отправила в магазин, он зайдет к другу своему, и по пути попросила найти вот это самое дешевое печенье, потому что мне кажется, что одной пачки мне будет недостаточно. И заодно сделаю. Первые дни, когда началась война, вообще была проблема с продуктами огромная. Магазины просто были пустые. И, конечно же, все испугались, что ничего завозить уже никто не будет. И мы искали, с соседями ходили, рассказывали друг другу, где мы что видели, да, направляли друг друга за продуктами. И найти яйца, это было просто, знаете, невероятно. И мы нашли яйца, купили. Тогда один лоток, по-моему, 30 штук там было. 140 гривен стоил. Сейчас один такой большой лоток стоит 90 гривен. Вот, так что ажиотаж пропал. Куры, они продолжают нестись. Главное, чтобы это все успевали, доставлять в Киев. Такие вот орешки, я думаю, они, в принципе, вот один какой-то уже поломанный. Но сейчас буду потихоньку чистить. Смотрю, как блогеры остаются без инстаграма и без ничего. Для меня это не беда, мы умеем работать на заводе, и не только, в принципе. Сейчас я бы не сказала, что это проблема, а просто такой, знаете, единственный момент, то, что я в положении, и мне скоро рожать. Так что завод подождет. Вот. Ничего, справимся. Я думаю, многие знают, что это за печенье, до кавы, до чаю. Вот, Юру попросила еще пакетик купить. И орешки все почистила. У меня еще половина вот столько же осталось. Ну, а потом вдруг еще раз захочу сделать колбаску. Буду продолжать. Еще раз хочу похвалить вот этот молоток для отбивания мяса. Он реально работает еще и классно на печенье. Как видите, вообще я сначала пробовала руками не очень удобно. Самые крупные подбивала. Если отбивать мясо, то вот этот молоток самый лучший, потому что сейчас есть новомодные вот такие вот штуки. Я купила. И он, знаете, он стоит у нас, допустим, на новой линии он стоит около 400 гривен, 300 с копейками. И это такая фигня. По крайней мере, может что-то, да, и хорошо можно им поотбивать, но для мяса вы не добьетесь такого результата, как вот с этим молотком. Поэтому, если вдруг где-то видите, и у вас нет еще такого молотка настоящего, берите обязательно. Вот такая вот... Извините, но вот такая вот каша-малаша получилась. Нам с Юрой просто подняло это настроение, реально. Вы знаете, Юра не нашел печенье.
Ну вот на 3 штучки, наверное, 3 колбаски хватит. И это все. Но у меня еще осталось молоко с маслом. Я вылью, наверное, какую-то баночку. И если найду печенье, было бы неплохо повторить. Я вообще не помню, делала ли я в своей взрослой жизни такую колбаску. Помню только, как мама мне готовила, и я очень-очень сильно ее любила. Если завтра удастся найти печенье, какое-то самое дешевое, самое простое, то я повторю, конечно же. Она застыть должна, потому что масло я добавила. У меня было такое, знаете, не очень прям свежее шоколадное масло в морозилке. Ну, немножко просроченное, но ничего страшного. Думаю, многие из просроченных продуктов, таких как масло, например, Надо да. сгущенку добавлять. Сгущенку? Не, сгущенка пусть лучше будет так. Сметана, если просроченная, можно оладьи сделать, например, там масло, поэтому... Так вот, я думаю, что многие готовят из того, что, ну, особенно сейчас, из того, что не очень. Вот такие вот дела. Я буду дальше крутить эти колбаски, и на этом все. До завтра. Всем большое спасибо за то, что посмотрели этот влог. Ставьте лайк, поддерживайте канал, и всем пока.